Всем добрый день! Сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать одну замечательную маску, которую я называю маска патч. Благодаря тому, что эта маска содержит в себе рисовую муку, богатую крахмалом, она по эффективности напоминает нами любимые популярные маски с эффектом ботокса на основе крахмала. Так вот, я эту маску наношу только лишь на зону вокруг глаз и на область глубоких морщин. Для зоны вокруг глаз эта маска оказывает комплексный эффект. Во-первых, она приподнимает верхнее веко, она приподнимает опущенный наружный уголок глаза, она борется с морщинами, в том числе с гусиными лапками, а по нижнему веку эта маска оказывает противоотечный эффект. То есть она помогает бороться с отеками, с темными кругами и с мешками под глазами. Потому что мы на определенное количество времени создаем эффект окклюзии, давления на нашу кожу. Ну а на область глубоких морщин я наношу эту маску точно так же, как косметические патчи. Например, я наношу на область переносицы и на зону носа губной складки. Так вот, сейчас я поменяю ракурс камеры, мы с вами будем делать эту маску, я покажу, как я ее наношу, но перед этим я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые отправили донаты на поддержание моего канала и на издание моей книги. Это Валерчик, это Амина, это Ирина и Николай Николаевич. Николай Николаевич, я хочу сказать отдельное спасибо, я очень рада, что мои советы работают, тем более вы написали, что у вас была выраженная проблема, а мой совет использовать винозол вам помог. Вот это самое ценное для меня. Ну, возвращаемся к нашей маске, меняю ракурс камеры и давайте делать нашу маску патч. Итак, мы с вами для начала делаем нашу маску патч. Нам для нее понадобится буквально около 1 столовой ложки рисовой муки. Если у вас нет рисовой муки, вы можете использовать уже предварительно отваренную, густую, разваренную, даже будет правильно сказать, рисовую кашу. Итак, около 1 столовой ложки рисовой муки, 1 куриный желток и нам понадобится касторка. Итак, что мы с вами делаем? Для начала мы отделяем наш желток. Белок я не выбрасываю, потому что белок я буду следом готовить маску для лица. Если хотите посмотреть, что это за маска, маска с отбеливающим эффектом, с лифтинг-эффектом, тоже маска, которая работает на устранение и пигментацию глубоких морщин, это будет уже следующее видео. Итак, мы отделили с вами куриный желток. К этому куриному желтку мы с вами добавляем 2 чайные ложки касторового масла. Смотрите, именно я предпочитаю касторку, потому что она очень хорошо регенерирует нашу кожу, восстанавливает. Она помогает нам справиться с пигментацией на коже вокруг глаз, туда, куда мы не можем делать ни всякие отбеливающие процедуры, ни шлифовки, ни химические пилинги. Плюс касторовое масло очень питательное, очень густое. И, как бы трудно найти замену ему. Тем не менее, если у вас нет касторового масла, вы можете использовать, например, оливковое масло. И к этой массе мы добавляем рисовую муку. Теперь смотрите, почему я сказала около 1 столовой ложки. Все будет зависеть от размера вашего куриного желтка и, простите, от густоты касторового масла, потому что иногда можно встретить касторовое масло почему-то весьма жидкое. Вот смотрите, вот наша маска готова. То есть мне сюда достаточно было добавить 1 чайную ложку рисовой муки. Все. Именно вот такой густоты нам нужна масса, потому что мы ее очень аккуратно, очень быстро будем наносить на кожу вокруг глаз и на те глубокие морщины, которые у нас есть. Так что опять меняю ракурс камеры и будем быстро наносить эту маску. Итак, приступаем к нанесению нашей маски. Хочу обратить ваше внимание, если вы замешкаетесь и отставите маску на 15-20 минут, то она загустеет. Таковы свойства рисовой муки. Поэтому, если вы действительно отвлеклись, поговорили по телефону или готовились к нанесению маски, то видите, что маска очень густая, можете добавить в нее небольшое количество сливок или другого растительного масла. Ну а теперь смотрите, маска у нас достаточно густая, поэтому я ее буду наносить пальцами. Наношу я ее на зону вокруг глаз и
на те зоны, куда мы обычно наносим с вами патчи, то есть для коррекции глубоких морщин. Кстати, вот у меня аллергическая реакция, эта маска помогает справиться с вот таким покраснением, с раздражением на коже. И наносить маску нужно достаточно быстро, потом нам нужно, после того, как мы нанесли на определенные зоны, пойти и прилечь, для того, чтобы по мере подсыхания маски, когда она будет оказывать свой еще лифтинг-эффект, она не тянула нашу кожу вперед и вниз, то есть чтобы мы, допустим, если боремся с припухлостями в области глаз или с оплывшим верхним веком, чтобы мы эту проблему не усугубили, то есть чтобы у нас был максимальный результат. Итак, делаем быстро, наносим быстро и укладываемся на 15-20 минут. Итак, смотрите, пальцем. Я наношу сначала по нижнему веку, причем я очень глубоко беру от зоны гусиных лапок и просто вот так вот пальцем распределяю эту массу. Мы не трогаем зону роста ресниц. Наша задача вот нанести эту маску, наложить ее ровно как патч, строго по массажным линиям. От наружного уголка к внутреннему, по нижнему веку. И по верхнему веку, почти по зоне роста бровей, от внутреннего уголка к наружному. И то есть вот так мы как бы замыкаем. Почему именно так? Верхнее веко у нас будет подтягиваться. Если же сильно опущенное верхнее веко, то можно нанести вот так вот как бы штрихами. Смотрите. Оп, 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 оп. То есть по мере подсыхания маска будет подтягивать. При условии, если вы уляжетесь, вашу кожу вверх. То есть смотрите, давайте здесь вот покажу просто штрихами. Оп, 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 оп. Оп, оп. Но все это мы делаем строго по массажным линиям. То есть не переживайте, что у вас тут, допустим, неравномерно, чуть больше, чуть меньше. Это вот уже плюс-минус, неважно. Теперь смотрите, глаза мы с вами обработали. Ни в коем случае мы не наносим на вот эту зону подвижного века, потому что есть вероятность того, что может кожа отечь. Смотрите, если очень хочется, вот здесь вот добавляем, да, вот так вот, поближе. Вот здесь вот. Ну и, конечно, если выражены гусиные лапки, то можно нанести небольшое количество, но уже от наружного уголка в сторону виска. То есть вот мы как бы замыкаем все полностью и как бы фиксируем. Вот таким вот образом. Теперь смотрите, где у нас есть глубокие морщины. Это обычно переносится. То есть вот делать нужно быстро, не говорить, потому что маска все равно будет оплывать вниз, видите, тянуть кожу, поэтому я ускоряюсь для того, чтобы себе не навредить. Допустим, на переносице вы вот такими штрихами снизу вверх или, допустим, одномоментно так оп и распределили. Ну и, конечно, наша носогубная складка. Смотрите, у меня более выражена она возле носа, поэтому я вот таким вот образом все по массажным линиям снизу вверх наношу небольшое количество. Но у некоторых, допустим, опущенный угол губы и носогубная складка более выражена здесь. Поэтому вот так вот как бы одномоментно идем. Морщина-марионетка, носогубная складка. Морщина-марионетка, носогубная складка. Нанесли и идем укладываемся на 15-20 минут. По истечении 15-20 минут наша задача эту маску смыть. Смываться она будет достаточно тяжело, потому что она прихватится, будет плотным слоем лежать. Поэтому вы можете приложить, допустим, мокрое полотенце, чтобы маска разбухла и легче смывалась, либо же обильно ее смывать со своего лица. Старайтесь при этом кожу не тереть. То есть наша задача, допустим, кожу вокруг глаз омолодить, а если мы будем с вами неправильно смывать маску, тереть, то какой эффект тогда? Итак, после того, как мы маску смыли, вытерли лицо насухо, мы все можем делать как обычно. Протереть, допустим, лицо тоником и нанести свой крем. Но я сейчас ускорюсь и поверх этой маски, то есть пока я с вами говорила, она мне прихватилась, я нанесу в целом еще маску для лица. Но для вас эта информация будет в следующем ролике. Так что берите себе на вооружение, делайте вот такой вариант маски с эффектом патча, который можно наносить только на зону глаз или на глубокие морщины, а можно использовать в качестве подложки под маску для лица.